Я чувствую приятное тепло и покой. Я успокаиваюсь. Мысленный взор медленно скользит по моим ногам. В моих руках сохраняется вызванное ощущение. На экране мысленного взора я отчетливо и ясно вижу свои ноги. Мышцы моих ног полностью расслаблены. Мои ноги неподвижны, расслаблены. Я чувствую, как по моим ногам разливается свинцовая тяжесть. Мои ноги становятся тяжелыми, как после длительной пешей прогулки. Ногами не хочется двигать, не хочется шевелить. Я все больше и больше успокаиваюсь. Я спокоен. Я спокойна. Каждая клеточка моего организма наполняется покоем. У меня был мальчик, 5:30 утра было. Передача 200. Куда как? Он, оказывается, просто вышел с блиндажа рано утром. Извините. Снайпер. Снайперская пуля. Сразу 200. Его привезли, потому что мы сами не знали, что его привозят на КСП батальона, и мы на КСП батальона заходим, и ну как приехали тоже, посмотрели, а пуля пришла просто в одну бровь зашла, в вторую вышла. Парень сразу 233 года. При том, что сам был с Луганской области. Молодой парень. Так, ну что, ну, пришел. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам обратились? Начались проблемы в том, что я приехала на работу к себе там, где я работаю. До войны. А я не могу общаться, я ни с кем не могу общаться. В чем трудность? Я не знаю, о чем разговаривать. Ага. Я не могу найти. Нет общих тем для разговора. Да, я начала очень много плакать. Я за 3 года войны вообще не плакала. Ни разу. Даже когда ребят отправляла, то начала постоянно плакать. При том, что плакать я начала, это бывает даже сейчас, ни с того ни с сего. То есть какие-то приступы, вот я начинаю плакать. Какие приступы? Это Вот какие-то наплывы? какого-то наплыва воспоминаний. О ребятах вспоминаю, о ребятах, которые были, вспоминаю, о ребятах, которые остались, вспоминаю. Вот как-то вот какие-то такие эпизоды, особенно вот когда звонят оттуда. Еще сейчас. Вот, потом началась проблема со сном. Ужасная проблема со сном. Ночью тоже воюете? Сначала вот месяц, который лежала, я не могла заснуть вообще. У меня было такое, что я до 2 суток вообще не спала. Когда приехала только, я абсолютно не могла найти общий язык с сыном здесь. Ну, к мужу я приехала на 2 дня и уехала. Это было первый раз за всю войну. То есть, если раньше я приезжала в отпуск, то
наоборот, сразу ехала домой, как-то, наоборот, было приятно видеть. Вот. А этот раз я приехала, я как чужая была, я не знала, я не понимала, что делать, как делать. Не могли адаптироваться. Вообще, я вообще не могла с ним как-то ну, можно сказать. Или я была лишняя в комнате, или он был лишний в комнате. Бывали ли мысли такого характера, когда хотелось Бывали, суицидального? бывали. Особенно вот в самом начале, когда вот еще где-то даже в мае была такая ситуация, что как-то ничего не хотелось. То есть, Даже в мае, вы имеете в виду? вот, Недавно, да. А сейчас? Сейчас больше, вот когда начинается такая апатия, просто хочется куда-то просто исчезнуть, просто пропасть и все. Ну, я когда пришла и узнала, что одного и второго могут реально забрать в армию, если возвращаюсь. Просто банально стало страшно, что я что-то уже знала, что это такое. Я тоже видела, что такое война. Я представила сына, который у меня по штату гранатометчик, а реально его там никто не учил. И ему всего-то 25 лет. И муж, который никогда не служил. Вот. А у нас же правило было, что собирали одного из семьи. А такое правило было? Негласное правило было один из семей, чтобы не было. Вот. Я решила, тогда позвонила комбригу, ну и решила остаться. Эти 2 месяца вот того, что я сижу, реально, это просто ад. 2 месяца ада, это реального ада. Это здесь? Да. В Киеве, Санкт-Петербурге? Я уже много раз думала плюнуть на все, вернуться, плюнуть и уехать. Потерять всю семью, потому что я тогда никому ничего не объясню. Вот. Наверное, совсем не хочется. Вот. Сохранить надо. И себя, и семью, и все остальное. Поэтому я вот именно согласилась на фильм, чтобы, наверное, те, которые будут идти туда, реально понимали, на что они идут. И особенно те, которые будут возвращаться. И особенно те, которые будут принимать тех, кто возвращается. Как рассказывать? Вот. Что рада, что тебя спасли. Какая это радость? Это не радость. Ты сейчас реально понимаешь, что после войны выжить, это, наверное, намного тяжелее, чем умереть на войне. Поехала я, поехал комбат, поехал старшина, начальник штаба. Делом было 3 суток. Мама мне еще позвонила, говорит, я уже знала, что лицо обожжено, потому что они как бы сбросили фотографию с той стороны. Лицо было неузнаваемое. То есть догадывались, что лицо будет плохое. Мама сказала, что у него на теле там должна была быть наколка, но когда мы увидели,
Зайти было невозможно. Реально. Когда развернули там. То есть я попросила просто бензин, потому что форма была его, а вот дальше это даже посмотреть лица не было. Посмотреть тело уже было. Раздеть его было нереально. Поэтому я не подписала тогда акт, что это наш. Так получилось, что у меня вот с 19 числа я каждый день отправляла по 2 200. А вот день. Когда отправляли Шайтан и Эфу, там надо было смотреть, их раздели полностью, тела раздевали, надо было смотреть, или не было издевательств на теле. Издевательств не было, так как говорили, так пулей прошли, в принципе. Просто ты их видел вчера еще. Это тут. Но тела нормально передавались в нормальном состоянии. Зима они, то есть это не были те, которые передаются летом. Вот. Правильно. Я не смогла ездить в метро. Я зашла в метро и испугалась. Просто банально испугалась толпы. Там не боялась? Там толпы не было, там не Обстрелы, боялась. да, А тут тут испугалась. 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 Толпы. А что толпа? Как раз вышли с метро люди, и они как-то все двинулись вот так вперед. Я схватила с эскалатора, и вот эта вот масса людей, и ты движущаяся на тебя. И просто страшно. Как-то стало ужасно страшно. И переход ужасно страшно стало в переходе. Левую. Нет, это правая, наоборот. Вот R. Правая. Давайте с левой начнем. Как спалось? Не очень. Правую. Ну, помните как, да? Да. Ну что, сходимся. Давайте вот. Ну, главное, руки не перепутать. Дыхание у нас это, а пульс идет у нас свыше 100 ударов в секунду. Это показывает то, что вы в самом деле находитесь в состоянии повышенного стресса. И в положении сидя. Сейчас 2 минуты после этого понаблюдаем. Так, было ранение. Это было 13-й год, да? Это был 16-й год. То есть реакция, видите, у нас совершенно 126 это только от одной нагрузки, то, что мы встали, пульс резко увеличился, да? Вы чувствуете, как сердечко бьется у вас? Я не чувствую, просто вот скованность какая-то идет. Не ощущаете, да? Нет. То есть будем это тоже учиться. То есть тем, чтобы вы не улетели. Сейчас обновим программу. И старт, внимание, марш. Следим за своим дыханием. Чувствуете, как вы дышите? Когда иду, да. Смотрите, вот упало количество кислорода, давайте 94 было, сейчас 90.
Дыхания недостаточно. Смотрите, я такое немножечко домашнее задание вам дам. Составить список негативных мыслей, отрицательных, да, которые вас расстраивают. У меня был случай, когда поехала жена, у которой грудной ребенок. Узнавать своего, от которого ничего не осталось. Ничего же. Вот. И тоже стреляли, и все. И осталась жива. Все обстрелы не страшные. Это не страшно. Страшно, когда нет, потеряешь. До сегодняшнего дня я смотрю на ее фотографию, смотрю, почему я на фронте, я знала. Я не понимала, почему она там. Такая же, как и я, по возрасту. Что она там делает? После нее у меня реально как примкнуло. Расследование по ней я набирала долго. Наберу пару строчек. Начинают руки трястись. Я... Я помню, последний, когда видела раз. Это такое ощущение, что ты уже тогда понимал, что ты их не увидишь. Сашку сама завозила фактически на спостережника. Его жена потом звонила, спрашивала. Последняя фотография у него мобильная была, его и моя. Мы ее сделали специально на память для дембеля. Дембеля не получилось. Когда ребята приходят в армию, всегда просила их заполнять анкетки. Я это подтвердят, я им всегда говорила, что это смертнички. В этих анкетках они заполняли все данные о себе, где они живут. И была такая строка о родных. Я просила всегда писать туда родных, которым можно сообщить, что если что-то случилось с человеком. Вот у этого мужчины было написано один телефон женщины. Когда он умер, я набрала ее. Она говорит, я не его жена. Он прописан, мы с ним жили гражданским браком. Вот. И она в дикой растерянности, что же делает, говорит, у него есть сестра. Он не общался с родней длительное время. С первой женой не общался. И я понимаю, что она, грубо говоря, ему никто. И найти его родственников и ты берешь телефон и начинаешь звонить по всем подряд телефонам с его телефона. Просто набираешь с его телефона и начинаешь звонить всем подряд, по всем номерам, которые там есть. Очень страшно. Уговаривать ребят идти на позиции, когда там дойти невозможно. Как вы объясните пацанам, что надо идти? Это не менеджеры, которые здесь работают и рассказывают, как управлять. Это реально пацанам надо сказать, что надо идти. Ты их не заставишь, потому что реально понимаешь, что эти люди могут умереть. Куча контуженных, куча раненых. И они все это видят.
Ты знаешь всех, а они знают по слову. Потом был февраль. 6 февраля. Первый раз за всю войну. На моих глазах фактически погибла девочка. С 11 года. Манюсенькая. Я разорвала пополам практически. Гроб делали по месту. Наполовину закрыт. Не дай бог кому-нибудь это увидеть. Картинка стоит в том, что с сегодняшнего дня это вина, почему она погибла, а ты нет. Реально. Я должна была поехать к ребятам туда. Один маленький пакетик, а второй большой. Тогда погибло 2 человека. Вот. Маленькая девочка и большой мужчина. Такой, как детский, как будто ребенка спрятали. Это морг, это вот похороны. Я интуитивно даже запах просто взял. Вот, ребята. Формалин. Да. Получается, он положил гранату. Самое тяжелое было, это когда закрывается вот этот вот мешок. Вот звук вот этой молнии дикой. Когда мы приехали, вся стенка в мозгах, лето, я как бы обязана была там находиться. Кусочек мозга и котенок, который начинает вот есть мозг. Это фактически как какой-то фильм документальный. Да. Вот как будто так, как оно было на самом деле. Краска. Просто, Да. На да. каком расстоянии от вас она находится? А я практически вот вижу, так как я что делала, вот я это все и вижу. Как будто я там присутствую, и то же самое, вот оно повторяется так же, как оно тогда было. И оно просто вот один, второй, третий, вот как будто они идут подряд. Вот один парень, второй, девочка наша, вот они идут как будто все. В виде киноленты, да. Да. Попробуйте еще раз сделать. Представьте, что вы берете ведро воды, чистой, прозрачной воды, и смываете эту картину. Остается чистый белый лист. Черный получается. Черный лист. Как будто кто-то двери закрыл просто. Ну, может, с первого раза и не получится. Мы будем пробовать еще. Почувствуйте это расслабление. Есть? Да. Потому что мышцы напряженные у вас все. Вот эти мышцы. Да. И опустили. Опускаем еще. Во. Теперь направо. Так оно и получилось.
сказал. Да. Еще с одним мероприятием. Хорошо. То есть надо найти все, что нас будет восстанавливать. Я хочу. Все. Бери свою рюкзак, бери бумаги. Все равно зал. Ну да, уезжаем. Вы выезжаете, да? Спасибо вам, девочки. До свидания. Вы выезжаете, да? Давайте. До побачення. Нет, можно было еще на полгодика, но просто вот Ну смысл, Оксана, это то, что мы с тобой говорили. Ну ты точечно, все будет точечно Точечно, снова. да. Точечно, Точечный вариант. точечно. 1, 2, все. а потом опять уйдешь, и опять та же самая беда. Нигде ничего. А Донецк, Макдональдс. А ничего, его А когда гамбургер? возьмут, честно, вот, уже Ленка будет, думаю, постарше. Ленку возьмешь и поедешь с ней. Не, весь смысл был, чтобы заехать на Бэхе. Донецк. Слушай, я тебе думаю, Бэху дадут. Мы приедем туда, На тебе дадут Бэху. Макдональдсу залезть на крышу, повесить там флаг. Ты Лере скажи. У меня мечта Вместо была. тебя. Была. А ты поменяй мечту. Спуститься вниз и это вот и сесть в Гамбург. А ты поменяй мечту. И всё, А и ты сказать, всё, сделай война мечту, чтобы закончилась. это кто-то другой сделал. Вот кого ты больше всего хочешь, чтобы это сделал. Он Лере скажи. Пусть она залезет и так зайдет. Или еще кому-то со своих. И скинет тебе фотографии. И напишет, тут была Оксана. Просто это еще не конец. Как сказали мои хлопчики, чемоданчики сейчас собраны. Понимаешь, сейчас люди поприходят, и надо, чтобы ты все-таки здесь могла как-то. Твои же тоже будут увольняться, Оксана, много Но увольняться. увольняются тяжко. Теперь тяжко уходят. Мама, а мы ужинаем. Формула сложена. Одну надо будет сдать. Кое-что привезу ребятам просто на подарок. Там хранилась самая чистая форма. Всегда. Завезу пацанам. Вот. А он сейчас попробую совершить подвиг. Вот это, кстати, подарок ребятам. Оттуда.
мой ноутбук оттуда. От момента, как я приехала, оттуда я его еще ни разу не купила. Не хватало селенок. Здесь данные все, которые с войны. Тут полностью вся база наших, как говорят, утрат, которые были за это время, за этот. Здесь папочки такие. Папочка 200. Открываешь эту папочку. Здесь стоят фамилии. Фамилии тех ребят, которые погибли. Это расследование на каждого из них. Когда он умирает, ты его отправляешь, это одно дело. А потом ты еще садишься и начинаешь писать расследование по ним. Времени, как правило, мало, так что даже вот по времени здесь видно, что пишутся они поздно ночью. Поэтому, когда ты в 0:50, в 1:20 садишься и начинаешь описывать, как погибали ребята, а потом идешь ложиться спать, а в расследовании надо просто полностью описать, как это все произошло. Вот. Есть такая папочка, я не знаю, можно ее показывать или нет. Это я оставила себе на память. Когда я говорила, что у меня 3 погибших, 1 был. Это то, что мы застали, когда пришли и увидели. Сейчас картинки будут более яркие. Вот это наши ребята в блиндаже, то, что мы увидели. Вот у одного было 12, у другого 9 пуль. Они не успели даже проснуться. Это Зарисска. Это Дениска Иванов. Вот этого я должна была 26-го на день переправлять. Он же Житомир. А рядышком это то, что мы застали в блиндаже. А я сидела вот здесь. Вот я здесь просидела 5 дней. Полностью при закрытых дверях в этой комнате. Что вы делали? Ничего, я просто сидела. По телевизору круглосуточно шел Discovery без звука. Звук был выключен, он меня раздражал. Стоял компьютер, который я смотрела. А я сидела вот здесь. Я даже не вставала с кровати. Единственное, что я делала, ходила на кухню, делала себе чай. Много-много чая. И не спала. Так вот сидела целую ночь. Не хотелось ни выходить, ничего. Не открывали окна. Вот сейчас мне кажется, здесь... Ну, а перед тем, когда я уезжала в санаторий, для меня это было светло. Просто сидела вот здесь. Играла в игрушки. Первые дни страшно болела голова. Просто ужасно. Потом, когда забрали в больницу, вот, первый раз в больнице тоже я просидела. Первые дни, не выходя с палаты. Меня раздражало, в принципе, все. Здесь был постоянно включен свет, потому что я боялась без света. Сидела на этом диване. С этого дивана я встала. Первый раз вышла вот практически к тебе навстречу. Это был первый мой выход. Это одной из квартиры.
Так, ну, с Богом. Теперь попрошу, значит, не шуметь и не... Я 2 минуточки нам наберу, хорошо? 2 минутки. Да, я тут уже все. Что такое? Что такое? Как же рассказывай. Все. Выдохла? Все нормально? Чего ты? Нормально себя чувствуешь? Попустись. Пускай. Слушай, если меня тут надо не присядать, то уже остановится пацан. Я не слава русской, понимаешь? Давай. Не так, дай руку. Ну и канкан танцуем на Кремле. Надо. На Кремле. Мы раньше сдаемся. Ты что? 24 серпня Харків, Яневі. Як справи?
Сказали жить будем? Конечно, будем. Назло всех. Штормить начало. Только за гаражи выехали. Вот если ты выйдешь... Боже, какая вы. Вы что, уволились, Оксана Петровна? Я уже уволилась. Вздорит. Как мы без вас? Мы что, никому не нужны? Ну вы же не сможете на дембеле. Нет, ну я буду помогать. Я это вот, Это же я дембель, это же вообще не ваше. я ухожу в Минфин. Буду теперь, надеюсь, в департаменте обороны. Ну как департаменте обороны? В департаменте силовых структур Министерства обороны. Отсюда все скоро уже сбегутся. А я вижу, я смотрю на это все, это... Вы вечером не были, когда, блин, к туалету не дойдешь, чтобы на Бухова не наткнулся? Просто смотрела туалет. А. Поняла все, что там. И вот после обеда прошлась по палаткам, сказать до свидания, и мне плохо стало. Собираемся? Звоним. Спасибо вам за все. Я вас честно не прошу. Я помню, как вы нас принимали. Я помню, что вы мне говорили. Нам Мне плохо очень было плохо. без вас. Без вас плохо. И сегодня плакала, честно плакала. Ну, нам плохо будет без вас. Но зато теперь я никому ничего не могу, не должна молчать, никому ничего, и теперь я могу спокойно. Теперь нам надо Да. молчать. А теперь мы молчать. будем делать все как надо. Сейчас вот по глазам
многих. А вот как учил в санатории тот же психотерапевт, психолог. Я сейчас смотрю в их глаза и вижу, этих людей надо госпитализировать, при этом очень срочно. Ну, проблема станет, куда их ложить. Харьков их не возьмет. Явных признаков нет. В киевском санатории эти признаки моментально увидели. Там в глаза глянешь, там сразу все понятно. Но здесь его не положат, потому что явных признаков нет. Руки-шнуки на месте. А у них командир взвода просто алкаш, которого до сегодняшнего дня никто не может уволить. Хотя рапорт на него писался еще в марте месяце. И комбат его подписывал. А он до сегодняшнего дня ходит. А солдаты командуют реально сами собой. Просто нашелся умный парень. Вот он младший сержант, он, грубо говоря, взял на себя командование. У меня случился приступ. Вот. Такой, как он в больнице был. А он случился просто из-за одного. Я сидела в палатке, построили парней. Мальчишки ушли в СЗЧ, в Авдеев. Представляете, какой СЗЧ в Авдеев? На войну, в СЗЧ. А их начали крыть матом при всех на построении. Это дети. Ну, сегодня с одним разговаривала, да, он напился, но у него 2 ранения и контузия. Да, он выпил, но он отличный связист. Он сидит, рассказывает. Говорит, мама,
начался новый день. Мы проснулись, привели себя в порядок, предстали перед Господом и в соответствии с указаниями православного молитвослова осеняем себя крестным знамением и произносим: молитвослов велит нам немножко постоять до тех пор, пока не придут в спокойствие и в тишину все наши чувства. И уже тогда начать чтение утренних молитв. Станція Святошин. Святошин Station. Самое страшное, самое моторошное это когда привозят вещи, и тут начинает звонить его телефон, уже погибшим. Я никогда не брала трубку. И самая страшная картинка — это был морг. Вот эта комната. И просто выезжающие, как в кино, каталки, вот они просто выезжают. И этот микроавтобус, в котором написано «Эвакуация 200». Я помню всех до единого, кто погиб.
Я их помню последний, когда видела раз. Это такое ощущение, что ты уже тогда понимал, что ты их не увидишь. У нас Кабмин завтра или сегодня? Завтра Кабмин. Я перестала бояться умереть. Совсем. Даже стало интересно.